пошла. Сегодня у нас 12 марта. Светлана, расскажите, как вы о нас узнали и с чем вы к нам пришли? Какая цель? Значит, как я о вас узнала? Вообще о том, что есть такие сеансы и есть такая прекрасная Виктория, я узнала из Love Planet канала, там, где я смотрела ваш сеанс. Вот. А узнала через, как это ни странно, через Токареву, потому что я у Елены Астаховой проходила сеанс вот по Токаревой очищение. Вот. И как-то она мне так понравилась, она такая блестящая во время своих вот семинаров была, что я подумала, боже, наверное, что-то изменилось, можно туда опять приходить. Вот. А потом узнала, что ее, оказывается, изгнали, так сказать, да, и пошла смотреть, и нашла вот ее сеанс освобождения, и, собственно говоря, поняла, что к чему, и пересматривала ролики разные, поняла, что мне надо вот эта практика нужна, потому что я вообще очень долго занимаюсь тем, чтобы себя очистить, и чего я только не делала, собственно говоря, каюсь. Куча Вот. практик, да? Ну, да, все делала, что вот находила, что считала безопасным как-то вот по своим ощущениям, да, то есть где у меня были вопросы, я там под себя подстраивала что-то, вот, то есть где, ну, мне не нравилось, Э, вот, да, и вот я здесь. Итак, цель моего сеанса. Мгм. Я хочу очистить себя и по возможности, если будет возможность такая, своих детей, от всех интерференций и связанных с ними воздействий, от всех типов и видов имплантов, подключек, механизмов и прочего чужого внедренного барахла, от всех контрактов, подконтрактов, договоров, поддоговоров, согласий, соглашений, разрешений, от всех застарелых обид и травм, от блоков обиды, от блоков вины, от всех подключек ко всем любым эгрегорам, в том числе от всех подключек к негативному денежному эгрегору, от всех денежных блоков. Я хочу освободиться от всех последствий крещения и самого обряда крещения, от участия во всех религиозных и магических обрядах и ритуалах, от всех последствий всех прививок. Я хочу убрать все последствия обращения моих ко всем любым бабкам, экстрасенсам, лжегуру, горе-психологам, убрать все каналы утечки моей энергии, утечки моего творчества и всего того, что мое по праву. Э, Убрать все то, что мешает распознавать врагов и замечать нападения на меня еще на дальних подступах. Я хочу очистить себя, своих детей от всех типов и видов магии, колдовства. Я хочу очистить в том числе свое жилище. Хочу очиститься от всех типов и видов гипнотических программ, омрачивающих воздействий, от всего того, что подавляет мою волю, мое творчество, от всех программ саморазрушения, типа самобичевания и самопроклятий. Хочу убрать все привязки, последствия к школе Альвасар, Джули По, любых астрологов, эзотерических расстановок и подобных им практик, аутентичного движения, практики Виктора Ширяева, сеансов Надежды Токаревой и ее берегинь, Так, участие в их семинарах. сейчас Да? запишу. Виктор Ширяев, да? Да, Ширяев. Он ведет практики осознанности, типа вот все пришли, и он, конечно, там есть доля хорошая, он учит гонять внимание туда-сюда, вот, владеть, собственно говоря, вниманием. Но вот мне не понравилось, что-то там не то, мне показалось. Так, Токарева Надежда, дальше. Ага. Ченнелингов Федерации ФЭД. Убрать все ограничения и блокировки моих талантов, способностей, возможностей, навыков, умений, их реализации, избавиться от всего чуждого мне во мне. Я хочу вернуть мне мою силу воли, мою энергию, вернуть мне все частицы моей души, вернуть свое управление своей жизнью целиком и полностью, вернуть себе все то, что мое по праву, все мои истинные структуры, способности, возможности согласно моей истинной сути. Мгм. Так, Аспекты. как зовут ваших детей? Дочь Христина, Христина, и дочь Эрика. Еще раз плохо Сколько им слышно. лет? Старшей дочке 14, Христине 14 лет, Эрике 11. Я у всех получила разрешение на сеанс. Мгм. Мгм.
Вот. Младшая вообще сама попросилась, она вот когда смотрела, сказала: «Я хочу». Вот. Мгм. Да, аспекты. Хочу знать, кто я, свою истинную суть, свои способности, свои возможности. Хочу знать, какие мои способности и возможности могут с наибольшей эффективностью помогать людям, и могу ли я работать, например, как вы, и в каком качестве. Я хочу посмотреть последствия работы приборов Светл Левашова, Гамма-7. Сейчас. Ведь... Прибор, это все Мгм. прибор Левашова? Нет, один Светл называется Светлый? Левашова. Светл. Мгм. И прибор Гамма-7, я не помню, кто его изобрел, тоже он уже умер, человек. Видеосеансов Левашова и последствия моего обращения в центр Эколмил. Экология мышления и лингвистики. Расшифровывается. Эколомил. Мгм. Так, я хочу посмотреть, что случилось с проходимыми мной с теми сеансами, которые я вот на протяжении долгих лет практикую, сеансы перепросмотра событий, и в том числе прошлых жизней. Значит, тот, с кем я проходила, зовут Ира. Раньше я из этих сеансов выходила наполненной, возвращенной своими энергиями и своим вниманием, и другими своими девайсами, я не знаю, как сказать. Вот. А теперь ощущение, что мы просто сидим. Вот. Это интерференция какая-то или блокировка из-за зависти, может быть, Ира сама вдруг позавидовала и Она заблокировала кто? работу. Ира кто? Э, Вообще, вот она ведет, как она, мастер себя Мастер. называет. Хорошо. Мастер, да. Дальше. Вот. Дальше по этому же поводу, вот что случилось, после чего это все случилось. Как-то я узнала, что Ира рассказывает о моих успехах, а вообще о моей жизни подробно такой же своей клиентке Маргарите. Та связалась по своей надобности со мной по телефону, чтобы одолжить у меня одну вещь. Там, ей как будто она была нужна. А потом пропала. Оказалось, что они после нашего разговора с Маргаритой провели с Ирой сеанс, потому что Маргарите якобы стало после разговора со мной плохо. И там в сеансе они как будто бы выяснили, что в какой-то из прошлых жизней я будто бы плохо поступила с этой Маргаритой. Вот. И после этого, я вот отследила время, про которое мне говорили, когда вот этот сеанс, и поняла, что вот примерно в это время у меня то, что в моей жизни хотя бы что-то оставалось стабильным, оно начало вот так ломаться, вот крошиться, как, не знаю, ну, крошиться просто. Вот. И вот я сегодня, глядя туда, у меня такое ощущение, что вот эта Маргарита, она, ну, вот такой человек, у нее особенность такая, она завистница, она завидует. И вот ощущение, что она позавидовала, хотела подключиться ко мне через мою вещь, но после разговора поняла, что это дорого обойдется, потому что, А ну, что это за напрямую вещь? будет связано. Это прибор для определения качества банкнот иностранной валюты. То есть настоящие они или не настоящие. Вот. М. Да, и как бы, видимо, она поняла по моему голосу, что, ну, если я получу вещи, пойму, что там что-то не то ей это дорого выйдет. И она так тихонечко через сеанс там подключилась. Верно ли я чувствую? Потому что у меня есть такое, я могу и грешить вот на кого-то, у меня предубеждения могут быть, не знаю. Мгм. Вот, дальше. Не установил ли мой бывший муж Игорь мне блокировок на финансовый достаток, на организацию моей счастливой личной жизни и на реализацию моего земного творчества. Дальше. Когда брат сообщил мне о смерти моей бабушки, у меня из носа хлынула кровь. И то же самое повторилось, когда я приехала к бабушке на похороны в дом, как только я переступила порог. Что это было? Так, брата как зовут? Алексей. Однажды ночью я проснулась от ужаса, что кто-то стоит у кровати и смотрит на меня.
при переходе вот в бодрствование, при открытии глаз, мне показалось, что там тень какая-то стоит. Глаза шире открыла, никого не было. Я думала, что это вот у меня муж ночами гулял где-то. Я думала, что это он пришел, а потом зашел и решил спрятаться, чтобы я не видела, что он пришел. Не знаю, я, в общем, бегала по квартире, искала, чтобы, ну, вот обнаружить источник, но так не обнаружила. Что это было? Дальше. Сны у меня очень яркие. Вообще, может быть, по нескольку снов за ночь. Еще года 2-3 назад очень часто снились сны, что я спасаю мир, что я в каком-то сопротивлении участвую. Вот. Ну и по сути бунтарь, у меня такое ощущение, что вот когда я вижу какую-то несправедливость, ощущение, будто вот из меня такой поток идет энергии, если я только вот пальчиком махну или что-то вот сделаю, то вот источник зла будет просто распылен. Вот что это, откуда это? Здоровье. Здоровье, не знаю, ну просто снизу вверх, наверное, если смотреть, что с коленями они болят, что с мочевым пузырем не могу добежать до туалета, что с кишечником, что с легкими, словно булькает иногда, какой-то груз на сердце. По району горла ком стоит, и голосом стало трудно управлять. Я раньше очень хорошо пела, а сейчас вот я, ну, как будто вот потерялась способность управлять голосом. То же самое, что с диафрагмой в этом же отношении. Потому что раньше... и что с легкими? Потому что я раньше долго могла тянуть дыхание, а теперь перехватывает, как будто не могу. Дальше какая-то горошина в левой руке и в левой лопатке. Это, я думаю, так последствия. Потом последствия кесарево сечения и операции грыжи сечения. Последствия переливания плазмы крови. По району головы, вот важно сейчас, у меня очень вдруг появились лет 5 назад, наверное, головные боли. Чувство, то тиски у меня по вискам, то обручи вообще вокруг сдавливающие, то будто из моих мозгов варят кашу, то задымление какое-то, то точечные такие вот боли. Вот. Ну, ожирение, понятно. Тут что-то у меня с этим аппетит просто какой-то, ну не мой, не мой. Это прям после смерти мамы и после вот переливания крови у меня какие-то пристрастия изменились. Вот. Дальше у меня про детей. Про детей сейчас будем говорить или нет? Ну, там у меня чуть-чуть, по чуть-чуть и по чуть-чуть. 1 и 2. Давайте. Христина, 14 лет. Вся в компьютерных играх. У нее компьютерные сны. Она представляет себя в компьютерной игре. Рисует, вот у нее рисунки, они красивые, но все похожи на монстров. С клыками, с ужасными улыбками и бровями нахмуренными. Рассеянное внимание. То есть она родилась через кесарево сечение. Очень частый насморк почти все время. Неуверенность в себе. Говорит, что эту жизнь надо просто перетерпеть. Дерет пальцы до крови. И при разговоре вот она находится как будто везде и нигде одновременно. То есть очень надо много проявить воли, чтобы она услышала. Убрать последствия крещения. И 12, это 12 ничего, 11, Эрика 11 лет. Это я просто по пунктам 1, 2, 3 весла. У нее как бы истерия, такая, она иногда собой не управляет, и это понимает, и в детстве очень плакала по этому поводу. Частые кишечные паразиты. Иногда и ведет себя как монстрик, словно это игра. Ну вот она как будто прикалывается, но на самом деле выглядит это жутко. Плохо очень ест, головные частые боли, боли в ногах непонятные тоже, откуда они. Много появившихся родинок на лице. Вот в один момент, как-то в 1 год у нее прям раз и повысыпала и родинки, там папилломка прям на губе выскочила. Вот. Посмотреть влияние акушерки. Акушерка очень верующая была. Прям вот она, когда мы с ней встречались, спросила: а вы верите в Бога? Я сказала, что я просто знаю, что там где-то кто-то есть. Вот, да, и у нее кефалгематома была вот при родах у Эрики.
Вот. Ну, и еще такая особенность, что если где-то что-то случается в классе, например, кто-то говорит, смеется на уроке, там шумит, все показывают на нее пальцем, что это она. То есть у меня тоже такая особенность. Меня неправильно понимают, меня принимают за кого-то другого. Если где-то кто-то что-то про кого-то говорил, и мое имя было услышано, то значит вот это все плохое, это было про меня. Вот. Мгм. Вот это все мои аспекты, и кому я хочу передать информацию о моем освобождении. Хочу передать всем моим детям, в том числе и нерожденным. Да, вот это я не упомянула, что у меня был аборт, и вакуум, я не знаю, там он был нужен, не нужен. Вот, это я была очень молоденькая. Да, передать информацию о моем освобождении всем моим детям, в том числе нерожденным. Бабушке Вере, бабушке Нине, сестре, которую я никогда не видела, она умерла до моего рождения, Таня. Не спешите, Двою... бабушка Вера, Нина. Мгм. Сестра Таня. Двоюродные братья Денис, Дима. Денис, Дима. Мгм. Прабабушка Варя Христина. Прабабушка Варя и прабабушка Христина. Тоже как дочку мою оказалась зовут бабушка, прабабушка. Мгм. Прадедушкам Федору и Сергею. Так, Федор и Сергей. Мгм. Да, отцу Василию. Маме Алле. Ее уже нету на этом свете. Мгм. Брату Алексею и, может быть, кошке Еве. Кошка Ева. Так, хорошо. Это все, да? Да. Хорошо. Отключайте микрофон. Мгм. Так, Вика, ты готова? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Так, что ты видишь, Вика? Ничего не вижу. Давай на счет 3 ты в эфирном пространстве найдешь эфирное тело Светланы. 1, 2, 3. Я вижу темноту. Она какая-то пелена ее закрывает. Из сектора интерферентов идет такой, как столбик вверх, и как флаг огромный, который черной пеленой Светлану закрывает. Мгм. Так. Ну, я говорю, Светлана, я говорю, видит ли она, что кто-то закрывает ее пространство? Нравится ли ей такое, что кто-то вмешивается в нашу работу?
Я говорю ей, что она может приказать этим сущностям убрать это покрывало, потому что это ее пространство, и она может включить яркий свет. Ну, что она и сделала, в принципе. Хорошо. Лучше стало? Да, стало лучше видно. Я вижу, у нее энергосфера большая. Наполненность хорошая, но она находится, как будто бы прилипла к к нулевому уровню. То есть Мгм. она просто стоит на этом темном пространстве. Вокруг нее пространство такое плотное, темное. Мгм. Она как, скажем так, как светлячок в темном, луч света в темном царстве. Мгм. Вика, считай, пожалуйста, ее эфирная ДНК. Это Светлана? Я вижу, что вместо нее кто-то выглядывает другой. Светлана спит, у нее глаза закрыты, а в ее эфирном пространстве находится кто-то другой. Кто это? Посмотри, пожалуйста. Я вижу, что кто-то ретирует в сектор интерферентов. Мгм. Какая-то сущность. Это рептилия с хвостом. Мгм. М. У Светланы рука вытянута левая. Она как будто бы держит что-то в левой руке, какую-то подключку. Конструкций очень много разных всяких. Я ее спрашиваю, разрешает ли она нам с ней поработать. Я Да, слышу «да». хорошо. Вот, вероятно, нужно поработать сначала с этой подключкой. У нее на голове какая-то корона, она огромная. А в левой руке, вот эта левая рука как будто бы вот так вот вытянута, и она какую-то подключку держит, сектор колдовства, вот так вот. Мгм. Я спрашиваю, почему она так это крепко сжимает, и что там находится. Я вижу, что на конце этой подключки как будто бы дергается кто-то. Подключка имеет как кабель, белая обмотка, а внутри черный, вот эта жила черная. Мгм. Вот, и эта белая обмотка, она как будто бы держит эту белую обмотку, такая толстая, а внутри такой черный идет провод. Кто-то, какая-то фигура, как будто бы там пытается вырваться, и считывается информация, что таким образом как будто бы Светлана контролирует это воздействие, то есть не дает этим программам сработать в полной мере. Мгм. Через руку идет подключка к сердечной чакре, по руке через плечевую сердечную чакру в сердце и замыкается снова. Вот идет, не доходя до этой фигуры, просто в нижний портал уходит. Мгм. Так выглядит подключка к эгрегору Токаревой. Мгм. Так, ну тогда давай Это считывается. от него первого и будем избавляться, да? Да, я говорю ей, что ей достаточно отменить, расторгнуть все контракты с этим эгрегором, с этой женщиной, с ее энергиями, программами. Она может приказать этим посредникам. Сейчас я вижу, что
Там как будто бы две идет, два человека. Один человек посредник и второй. Один посредник это как бы снял свою ответственность, и там просто как произошел такой взрывчик. Мгм. И подключка это исчезает. Она исчезает, оно как-то исчезает сначала. Это исчезновение идет вот сердечной чакре, очистилась сердечная чакра, и в этот момент она как будто бы вот дернулась, так и проснулась. Рука ну, то есть перестает, то есть очищается все по руке, и все, и осталась вот это именно надежда. И подключка идет еще к сердечной чакре. Вот, эта подключка связана с контрактом. То есть вот эта вторая, вот этот второй посредник, он как бы был соучастником, я слышу, по принуждению, то есть как-то вынужденно. А вот эта надежда, она прям так написана здесь, что у нее контракт с темными, и она по контракту. Поэтому идет сразу мое внимание в сектор контракта. Я говорю Светлане, чтобы она зашла именно в тот момент, когда она подписала контракт с этой жрицей, мне приходит жрица, и за 1 секунду до подписания контракта, чтобы она расторгла все соглашения, все контракты с этими учениями, с этими энергиями. Пусть она одновременно все расторгает, приказывает, чтобы эта ведьма, потому что она находится в секторе колдовства, забирала все это своими руками. Она это все делает, забирает своими руками. Мгм. Отлично. И все уходит в нижний портал. Также я вижу, что с энергосферы Светланы как будто бы сваливается много каких-то книг. То есть она очищает как будто бы свой мозг от каких-то знаний. Она говорит, что это ей ничего не нужно. Мгм. Сейчас, да, и она портал закрыла. Мгм. Портал закрывается. Отлично. Сейчас она жила, вот так смотрит живенько на все вокруг. И у нее еще как бы распята правая рука. А от правой руки идет цепь, сектор колдовства. Мгм. Такая, она как подключка. И я считываю, что это такое, и я вижу лицо Джулипо с крокодильчиком. То есть они как бы всегда вместе. Зелененький крокодильчик. Я говорю, что сейчас Светлана может сделать то же самое, потому что в эфирном пространстве есть только настоящий. Пусть она зайдет в тот момент, когда она подписала контракт с этой Джули По, подключение к ней и к ее энергиям, и расторгнет этот контракт. Я вижу, как она освобождает руку. Она пишет «расторгаю». Она отдает это Джули, Джули отдает крокодильчику. Светлана увеличивается. Я говорю, чтобы она наполнялась светом, первозданной чистоты. Пусть она пробуждает свою генетическую память, освобождает свою энергию, которая она знает, где хранится, в ее источнике души. Ее генетическая память
пусть просыпается, пусть она ее разбудит, и пусть ее эти высочайшие вибрации, энергии выталкивают все эти подключки Мгм. и Получается у нас очищает. идет? Да, получается, она увеличивается в размерах. Мгм. И вижу, как идет удар к этой Джули. То есть пошел откат. Мгм. Отлично. Я вижу, как пошла волна очищения. И энергосфера Светланы начинает как будто бы расцветать как-то снизу вверх. Ну вот как энергии идут, то есть у нее правильно это идет. И сейчас вот эта корона, которая как это имплант такой, такое впечатление, что не на голову, а на имплант, который на голове. То есть вместе с этим имплантом вот это идет выше, 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 превратилась в такую одну точку и выходит вот так из 7-й чакры вот туда, вниз. Мгм. Начинается какое-то дребезжание. То есть я говорю, что Светлана знает, что это, и она может приказать этому эгрегору немедленно покинуть ее пространство, выталкивать его. Он как-то перемещается уже с верхней чакры вот, вот так вот вниз. То есть прошелся по всем чакрам и сейчас снизу и отвалился. И уходит туда в нижний портал. Я говорю, что на самом деле тот, кто научится пробуждать в себе эти высокочастотные чистейшие энергии, он сможет одновременно отключаться от всех негативных воздействий, программ, влияний. Она говорит, что это ей нравится. Мгм. Сейчас она работает с каким-то эгрегором, который тоже имеет подключку к сердечной чакре. Он какой-то розовато-прозрачный. Что это за эгрегор? Это эгрегор какого-то сознания, работа с сознанием. Я вижу, как считывается такая, как будто бы энергия переходит с левого в правое вот полушарие, как будто бы циркач вот так перебрасывает шарики. Это как-то переосмысление, переведение, переводится, как бы перебрасывается внимание с одного полушария на другое. И я слышу, информация считывается, в этом всем нет смысла, то есть что-то там не то. Я вижу, что это на самом деле это магическое воздействие на человека, которое не помогает ему раскрыть его потенциал на самом деле. Я вижу, как ее осознание, вот этот момент осознания буквально растворяет. И он сначала вот так расширяется, а потом ослабевает и рассыпается. Я говорю, чтобы она расторгла контракт. Она расторгает контракт, и эта бумажка улетает туда в нижний портал. Портал закрывается, она еще выше поднимается. Мгм. Хорошо. Что ты видишь, что еще мешает подняться? И сейчас я вижу, что
ее энергосфера как будто бы какой-то дымкой наполнена. И вот эта дымка идет от сектора колдовства, а там внизу какой-то приборчик. То есть вот это как-то идет к какому-то эгрегору, и привязка идет к какому-то приборчику. Мгм. Ну, люди должны мне вот сейчас я вижу, что вот эти приборы некоторые, ну не все, вероятно. Вот этот прибор я вижу, как деньги туда заходят и выходят. Мгм. Для проверки валюты прибор? Да, да. Мгм. Я слышу, его использовали. А, Не в Идет очень хороших целях, да? ну, для подключки. Я вижу, что идет такая, ну, завуалированная подключка, поэтому я увидела вот эту дымку. Подключка идет сначала как бы в нижнюю, вниз опускается, и уже как-то через ближе к телу, я считываю по первому эфирному телу, то есть не напрямую пробивается, а завуалировано, проходит в сердечную чакру. И от Мгм. сердечной чакры идет тоже через руку такой, как закрытый контур. Мгм. Этот прибор у Светланы одолжила Маргарита. Да, она говорит, что это она, там появилась женщина, она проявилась. То есть была поставлена защита, она как бы не считывалась сначала, а сейчас сквозь этот дым она как бы проявилась. Мгм. Я говорю вот с Светланой, спрашивая ее, что бы она хотела сделать с этим колдовством. Она вот рвет и мечет, а я говорю, что а, это можно сделать по-тихому. Можно воевать, а можно сделать по-тихому, можно просто отменить момент увлечения, то есть подключения к этому эгрегору, к этой женщине отменить, потому что там еще кто-то появился. Этот кто-то как будто бы использовал, то есть получается замкнутый контур, и эта другая женщина, она находится как бы в самом портале. Это Ира. Да, то есть она находится вот не как бы в светлом пространстве, а именно там внизу в портале. Она просто выглядывает из этого портала. Это говорит о том, что она работает с этим эгрегором по контракту. Мгм. Вика, посмотри, пожалуйста, что они хотели от Светланы. Зачем вот эту вот машинку у нее одалживать? Они подключены к интерферентам. То есть это все по плану интерферентов. То есть все люди должны понимать, и Светлана в первую очередь, мы с ней работаем, она должна осознать, что работая с эфирным планом, человек как бы, хочет он этого или не хочет, он вплотную соприкасается со всеми планами э, и со всеми вот этими энергиями, которые существуют в эфирном пространстве. Если человек обращается к эзотерическим знаниям, Мгм. которые нечисты, которые загрязнены, то есть если учитель, скажем так, работает по контракту, использует в своих техниках какие-то магические, логические воздействия, то, конечно же, что будут негативные последствия от занятия этими практиками. Почему? Потому что
тот человек, который находится в контракте с темными, который позиционирует себя как великий, как учитель, он работает обязательно по контракту, когда он своих клиентов буквально как будто бы приносит в жертву. То есть его клиенты становятся жертвой его же интерферентов. Мгм. Понятно. Я говорю, ну в эфирном пространстве все работает таким образом, что воля человека решает все. И Светлана может легко от этого всего избавиться. Хочет он это сделать? Да, я вижу, что она протягивает руку в сектор подписания контрактов. Я говорю, чтобы она расторгла контракт. Когда она только первый раз решила даже познакомиться с этой Ириной, с этими практиками. Я вижу, что ее рука как будто бы вытянута на такой распорке, как какой-то столб, который пересекает вот от правой руки, правая рука вот так вытянута, от правой руки вот к левой ноге, и левая рука ее свободна и пытается освободить. Но там вот это все идет черное, как твердая энергия. Она удерживает. Я сейчас смотрю на Светлану, и я вижу, что у нее на лбу черная колдовская метка, которая буквально такая течет смола у нее по лбу, по лицу. Мгм. И у нее на руках вот тоже такие черные энергии. То есть это ее участие, личное участие в каких-то практиках. Мгм. Я вижу, у нее сейчас происходит внутренняя работа, и она буквально истерит. И сейчас я вижу, что вот эти воздействия на детей, это они же находятся в ее энергосфере. То есть Да. то, что происходит с детьми, это прямое следствие. Но я вижу, что сейчас она как бы не может расторгнуть этот контракт. Почему? Она на физике его не расторгла. То есть ее что-то держит, она должна проработать. Я говорю, где тут энергетический заряд, где причина этих, где завязана эта кармическая какая-то ситуация. Она идет как-то в третью чакру, в глубину, как ведет туда, как черный портал. Я говорю, что ее подсознание знает все, и если она хочет от этого избавиться, то для нее это не составит никакого труда. Пусть она пойдет в тот момент и покажет, почему она сейчас не может расторгнуть контракт. Мгм. На Она, счет 3 она тебе покажет этот момент. 1. она говорит, это не он, это не он, это не он. Кто не он? Кто не он? Спроси ее, кто не он. Сейчас я смотрю на этих людей, и вот это там все меняется в этом секторе. Оно меняется, как будто бы какая-то жидкая такая капля вот так вот меняет форму. Вика, посмотри, пожалуйста, там присутствует какой-то Дима. Это первый мастер, который передал
Ире, Светланы. Да, он находится ниже всех. Он находится в самом портале внизу. И я вижу, что от него идут магические воздействия. То есть он как-то что-то делает руками, вот эту такую как бы защиту на свое колдовство. Это Светлана про него говорила, это не он. Да. Я говорю Светлане, что все в ее пространстве вообще не может существовать никаких секретов, никаких кодов. Пусть она разрушит все коды, потому что у нее в подсознании, в ее эфирном пространстве есть все ключи от всех замков и все антикоды на все коды. Пусть она это все снимет и поставит этих людей, как они есть. И я вижу сейчас, что среди них сейчас этот Дима, он находится как голый, он стоит и вот так руками закрывает свое добро, ну, гениталии свои, как будто бы. Он голый вообще стоит, то есть сняты все защиты. А вот эти барышни, они такие стали микроскопические и уходят в портал, а он вырастает. А я смотрю, что он вырастает, потому что он как бы был за кулисами. Вот. А Светлана на него так вот внимательно смотрит. И сейчас я вижу, что в этот момент отваливается эта вся черная энергия, и она распространяет по системе этой подключки вот энергию свою и просто выталкивает его в нижний портал. И он улетает. Я говорю, чтобы она полностью очистила все свое пространство, расторгла с ним этот контракт. Она буквально это все, оно как будто бы ветром все улетает, уносится туда вниз. Такое облегчение пошло. Я говорю, чтобы она полностью очистила все свое пространство, зашла уже в тот момент, когда все будет чисто, портал закрыт. Я говорю, чтобы она наполнилась снова этими своими высокочастотными энергиями и излечила все изъяны в своей энергосфере. Она это делает. Хорошо. Сейчас она поднимается над этим темным пространством, которое ее удерживает, но ее дергает такой черная подключка. Снизу идет. Что за подключка? Куда идет? Идет нижний портал. Идет в тот пространство. Я вижу, что там рептилии хозяйствуют. Я хочу посмотреть, что это за эгрегор. Подключка идет к сердечной чакре. Такой темный шлейф. И такая вот идет, как ураган такой. Я вижу, что это христианский эгрегор. Какой-то он слишком активный. Открыт портал жертвоприношения, он таким светится светлым, а потом внутри капает черная такая энергия. Я говорю Светлане, что она может зайти в тот момент, когда ее крестили. Она крещенная? Да. Хочет она избавиться от этого? Да, она мне показывает, потому что я хочу узнать, почему такой активный этот эгрегор, почему он такой черный. Я вижу, что этот священник, который делал этот ритуал,
он считывается как какой-то монстр. Мгм. Он буквально выглядит как черный вот этот скелет, как будто бы черный скелет такой гниющий, все течет. Он покончил с собой. Ну вот, эти энергии, они присутствуют. И эта подключка очень черная. Мгм. Я говорю Светлане, что в эфирном пространстве она хозяйка своего пространства. Она может пойти в тот момент и отменить момент своего крещения. То есть она может расторгнуть этот контракт. Мгм. Я вижу, что в этот момент, когда ребеночка принесли к этому монстру, она буквально вылетает с этих, ну, с пеленочек, как бы, с этого Мгм. конвертика, и потому что она лежит там как безвольный ребенок, без энергозащиты. А здесь ее энергосфера появляется, она вылетает, закрывает этот портал, расторгает этот контракт. И я вижу, что буквально в ее сердечную чакру был открыт портал. И этот портал под ключка, скажем так. Он отваливается. Я говорю, чтобы она выталкивала эти все энергии, запрещала этому эгрегору находиться в ее пространстве. Я говорю, чтобы она по системе этих подключек выталкивала все эти энергии, разрывала, рассекала подключку с этим священником, с этим эгрегором, и все негативные последствия энергии пусть она отдает туда, в этот эгрегор. Все, что ей не принадлежит, пусть уходит. Сейчас она расторгает контракт младшей дочери, нет, старшей Христина. Она Крест- говорит Христина. Да. Она тоже сделала. Девочка, то есть закрыла этот портал жертвоприношения. Сейчас М. она расторгает. А, младшая тоже крещение принимала? Нет, нет. Потому что ее нет, я не вижу ее, нет ее. Я говорю, чтобы она отсекала все воздействия, все подключки. И все пусть выталкивает в тот портал и распространяет свои высокочастотные, чистые, святые энергии по всему своему пространству, залечивает все изъяны, и пусть ее высокочастотные энергии перемодулируют все низковибрационные энергии и программы в те, которые соответствуют вибрациям чистого мира до прихода зла, ее вот этим вибрациям, которые она извлекла из своей генетической памяти. Я говорю, что это эталон. Пусть она вот сейчас еще нашлась в ее сердечной чакре очень черная энергия. Она выглядит как змея, которая держится за ее как бы душу и вот так вот поворачивается, вот так ухватилась, вот так как хвостом бьет туда-сюда. Мгм. Я говорю Светлане, что она может эту змею вырвать из своей подключки, вытолкнуть и поставить, куда она считает нужным в соответствии ее ментальной карты. Она ее вынула и вот поставила как-то сектор колдовства. И я вижу, что это колдовское воздействие. М. От кого? От чего?
А я вижу, какая-то женщина, э, очень энергично толчет в ступке э, какую-то траву, и она ее толчет и туда бросает, отрывает кусочки такой травы, какие-то соцветия сухие, толчет и говорит, что-то очень громко бормочет. Оно просто вот висит, вот это бормотание в этом секторе. Мгм. А кем эта женщина приходится Светлане? Но она меня послала, или тебя, не знаю, она ответила, вот послала на 3 буквы, когда это услышала вопрос. А я ее спрашиваю, что-то она тут грубиянит, что она тут делает. А она говорит, не отрывая глаз от этого своего занятия, говорит, чтобы мы ей не мешали колдовать. А А, я ее спрашиваю, зачем она колдует? А она говорит, что я уничтожу. Я говорю, кого? Слышится имя Ольга. Не знаю, к кому оно относится. Я говорю, кого она собирается уничтожить. Она показала пальцем на Светлану, и такая энергия пошла прямо в сердечную чакру Светлане. А эта ведьма, ее имя Ольга. мгм. А чем Если, это? конечно, это не псевдоним, конечно же. Ну да, это Они же врут. так. Бабушка Оля и сводная сестра Ольга. Кто это? Сводная сестра. Сводная сестра. Мгм. Понятно. Я хочу посмотреть, какая программа стоит, что она там наколдовала. Мгм. На счет 3 ты увидишь, что за программа. 1, 2, 3. Программа выглядит, вот она использовала специально это растение сухое. Это как какое-то соответствие, как будто бы, то есть записано. То есть буквально оно ломается. То есть я вижу, что прописана программа, что как бы Светлана отождествляется с этим растением. И вот отламываются такие части. Сначала вот как это как укроп какой-то, ну вот такое растение, которое похоже на такое соцветие такие. Мгм. И оно отламывается одно за другим, потом половина переломалась и ломается, и потом вообще упала. Что значит эта программа? Эм, Эта программа так и называется "Сломать". И вот эта энергия темная, вот когда это деревцо или это растение упало, оно сломалось, вот так скажем, возле самой земли. И вот эта темная энергия в этот момент появилась и как бы топнула, ногой ударила, затоптала тот пенечек, который остался. Мгм. Вот считывается какая-то ненависть, какая-то, ну, очень темная этот человек. Энергия в ней такая совершенно черная. Но я вижу, что это Светлана ей все отдает, приказывает ей все отдать. Эта программа рушится, и эта ведьма забирает это все себе. Я говорю, чтобы Светлана одновременно приказывала, чтобы эта ведьма все себе забрала, все программы, все подключки и Все воздействия, последствия. и Следствия, да. последствия. И одновременно выталкивала и вылечивала
свое пространство, доводила до абсолютной чистоты, гармонии, достатка, успеха. А все, что эта ведьма понаставила, пусть забирает себе по принципу Творца. Что Мгм. натворил, пусть тем и пользуется. Хорошо. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Да, она это сделала. Хорошо. Я вижу, как будто бы кто-то бросил лопату земли в тот портал, и оно уходит туда. Я говорю Светлане, чтобы она очищала все свое пространство. Мгм. Она уже добралась до 3-го уровня, уже лучше ситуация выглядит. Мгм. Хорошо. Что ты видишь дальше по силе воздействия? Сейчас я вижу, что от правой руки идет какое-то серое воздействие, и оно тоже идет каким-то таким треугольником. То есть все воздействия как-то похожи друг на друга. Мгм. Как говорится, бить в точку. И тоже уходит в нижний портал, и тоже в этот сектор колдовства. Тоже это какой-то подключка к какому-то эгрегору, какой-то практике. Так, что это за эгрегор? На счет 3 ты считаешь информацию. 1, 2, 3. Выглядит это как какая-то змея с человеческим лицом, с человеческой головой, просто выползает в энергосферу Светланы с этого портальчика с каким-то оскалом, посмотрела на меня и дальше как бы продолжает движение к руке, к правой руке. Светлана смотрит на правую руку. Там как будто бы она держит какую-то палочку в этой руке. А на этой палочке держится этот эгрегор, этот шлейф. А, Я не знаю, что это. Ничего не идет, никаких образов, символов. А спроси Светлану, что это за эгрегор? Она говорит техномагические знания. И это что-то связано с языком, способностью выражать мысли, с говорением, с смыслом слов. Мгм. Мне приходит технократическая магия, Мгм. воздействие как психотронное оружие. То есть это она держит в руке знание, мне приходит, которым она не может распоряжаться. Мгм. На самом деле она не знает, что она имеет. То есть она не понимает до конца, а, какое воздействие это на нее и на других. Мгм. Спроси у Светланы, нужна ей вот это вот все? Или она хочет избавиться?
Я вижу, что она вот осознала, что это она увидела, кто находится там на подключке, в том нижнем портале. И она вот буквально очищает себя от этого, выталкивает, с рук снимает. Я говорю, так дело не пойдет, там контракт есть. Нужно зайти в тот момент, именно в тот момент, когда она подписала с этой тварью контракт. Потому Да. что человек, который соглашается на то, чтобы получить практики, которые направлены на то, чтобы воздействовать на других людей, манипулировать другими людьми, манипулировать сознанием. Это всегда идет подключка к нижним порталам для того, что и на самом деле человек получает знания, как манипулировать другими, но он становится манипулируемый более страшными силами, чем он сам. То есть под угрозу он в первую очередь ставит себя, он как бы на первом фланге. Он становится посредником между людьми и этой тварью. И когда люди имеют право выбора отсоединиться в любой момент, расторгнуть контракты, убрать, отказаться, то вот этот человек, который согласился на эти практики, он находится в более жестких условиях, потому что он держится на контакте с этим существом по контракту. Это один. Еще он держится с этими всеми людьми. То есть он должен убрать свой личный контракт с тварью и убрать свою личную ответственность за каждого, кого он подключил, и отключить всех этих людей от этой твари. Я говорю, Хорошо. что она это сможет легко сделать в тот момент, когда она, если она расторгнет тот момент подписания контракта с этой школой, с этими энергиями, с этой подключкой, с этим эгрегором, в этот момент она изменит все события, и ничего, и все исчезнет. Так работает. На счет 3 Светлана покажет тебе момент подписания этого контракта. 1, 2, 3. Да, это было тот момент, когда она вот прослушала информацию и решила этим заниматься. То есть как бы записалась в эту школу. Я говорю, чтобы она зашла в тот момент перед подписанием этого контракта и расторгла. Сообщила, что она не хочет этого всего. Да, и оно все уходит. Оно просто разваливается, рассыпается. И от нее как будто бы вот так вот как будто бы ее энергосфера была залеплена вот слоем, огромным слоем какой-то глины, и это все черное такое отвалилось, рассыпается. Я говорю, чтобы она все отправила в портал и очистила все свое пространство по системе этих программ, подключек. Она выбрасывает, говорит, знания эти выбрасывает, чтобы оно все ушло туда, и она, чтобы излечила все изъяны в своей энергосфере от этого воздействия. Все ушло, уходит в сектор интерферентов. Я говорю, что она может сразу же переместиться в тот момент, когда все будет чисто и сияюще. Да, все произошло. Сейчас я вижу, мое внимание направлено в сектор интерферентов, то есть тянется черная подключка. Черная подключка, и я вижу шов на животе у нее. У нее, Кесарево сечение? ну, шов это кесарево, но он находится под другим углом. Кесарево так не делают.
Это разрезано вот так вот. Но это связано с кесаревым сечением. Но оно вот так вот идет шов как бы, ну, обычно так в этой области живота шов так не делают. Такой шов могут сделать, когда идет операция на аппендикс, тоже так не делают. Так могут сделать, когда идет удаление желчного пузыря. Но этот шов там не находится, он находится именно как делают операцию по гинекологии. Но как-то по косой оно разрезано, и сразу он продолжается туда. Стоит имплант на первой чакре белого цвета, как крышка, то есть полностью блокируется вот это, не просто эта чакра, а блокируется вообще весь энергопоток. На голове стоит имплант. Это похоже, как какая-то большая миска, но она как каска, но намного больше, чем голова. Это из-за этого голова как в тисках? Да, оно считывается как медь, вот такой металл. Как-то приплюснуто, то есть седьмая чакра находится отдельно, то есть это блокирует шестую чакру, а седьмая чакра просто висит над этим, над этой конструкцией, над этим, и подключка идет. Сейчас мы можем найти тех, хочу увидеть, кто на концах этих подключек. И я приказываю сюда явиться всем интерферентам Светланы. На счет 3 сюда явятся все интерференты Светланы. 1, 2, 3. Кого ты там видишь? Первый спрут, он какой-то, мне приходит в бородавках. Он белый и с коричневыми пятнами. Он деградирует. И я сейчас вижу, что это причина вот этих... Я увидела личико ее дочки. Мгм. Младшая, да, это воздействие. Этот же спрут у дочки, да? Но М. если я увидела ее лицо, то, вероятно, да. Хотя у нее могут быть свои интерференты, но так как она находится в энергосфере мамы, то все, что мама делает, кому мама подключена, те воздействия энергии находятся и в сфере ее детей. Да. То есть если мамочка занимается чем-то темным, подключается к чему-то нехорошему, страдают также и детки. Мгм. Так, спрут, кто еще? Я вижу второй, это он похож больше на динозавра. То есть крокодил, вот что-то среднее, мутант мне приходит. Что-то среднее. Мгм. Он по отношению к Светлане почему-то большой. Я говорю Светлане, видит ли она, вот, и серый, серый там. Она смотрит на них, и они начинают уменьшаться. Вот это момент как бы осознания, он как сам по себе уже разрушает эти воздействия. Я говорю Светлане, что они по контракту здесь находятся, что она должна найти тот момент, когда она подписала контракт с этими сущностями. Мгм. На счет 3 она найдет этот момент и покажет его тебе. 1, 2, 3.
Я вижу, что это происходит во время рождения. Я смотрю, в каком это воплощении было. Я слышу в этом. Рождается ребенок. Ну, вибрации очень низкие. Мгм. Так, ребенок родился, подключка уже есть. Я говорю, чтобы Светлана отвела именно в тот момент, когда был подписан контракт с этими сущностями. Мгм. На счет Я 3, хочу видеть, как это происходило. да, на счет 3 Светлана тебя отведет именно в тот момент. 1, 2, 3. Так, я вижу, она в каком-то пространстве. Нет, это не она. Я спрашиваю, кто это ходит? Это Кто? ты? Она говорит, нет. Я вижу, что какой-то длинный стол, какое-то пространство, и там какие-то ячеечки, как будто бы стол, а там стекло такое длинное, а под стеклом какие-то ячейки, и там кто-то находится, как будто бы лежит там. Ходит какая-то сущность, похожая на улитку. Сейчас я считаю эфирная ДНК этой сущности. Считай эфирная ДНК. Я вижу, что это на самом деле ходит этот серый. А почему я видела его как улитку? Ага, камуфляж, то есть меняет. Не хочет, чтобы мы считали информацию. Не И он хочет. смотрит на те ячейки, которые видны там. Я хочу посмотреть, что там. Посмотри, на счет 3 ты увидишь, что там в этих ячейках. 1, 2, 3. Я вижу, что там зародыши находятся. Деточки в возрасте приблизительно, я вижу, до 8 недель. Вот они разные, как бы эмбриончики. И выходит один эмбрион. Вот, 8 недель, как раз внимание. Вот, Светлана показывает, что это она. Мгм. Я говорю, каким образом был подписан контракт. Я вижу, как она показывает, как она идет на воплощение. И ее как будто бы сбивают. И она теряет свою траекторию и начинает вот так вот падение по какой-то спирали. То есть она прямо шла, потом что-то ударилось и начинает вот так по спирали идти. Я говорю, чтобы она показала тот момент подписания контракта. В ее подсознании вся эта информация есть. Я говорю, чтобы она достала эту информацию из своего ДНК. Мгм. Я вижу, как в тот момент, когда у нее траектория движения была сдвинута, ей говорят, что ей туда нельзя, что она умрет. То есть идет программирование, что ей нельзя воплощаться в тот эмбрион, потому что она умрет.
Это ее как-то вот так вот выбило, как будто бы из равновесия. В какой-то момент идет момент, не, когда она потеряла бдительность, скажем так. И в этот момент идет вторжение. Почему? Потому что на самом деле она все просчитала, все просчитано, все должно было быть состояться нормально. Почему-то идет сейчас имя слышу Ванга и слышу, что вмешалась Ванга. И я вижу ее образ. Она каким-то образом вмешалась в этот процесс. Она как будто бы Ванга – это брошенная дочь дедушки Светланы, Владимира, или Владимира. она как-то очень негативно повлияла. Я не знаю, кто это такой, Мгм. но она как бы пустила такой какой-то луч. То есть, оно буквально считывается, что она выдала ее в эфирном пространстве интерферентом. Мгм. И это как-то все очень быстро происходит, ну, как бы мгновенно в эфирном пространстве. Вот. И я хочу найти сейчас Светлану. Я говорю, чтобы она показала именно тот момент подписания контракта. Мгм. Почему-то он завуалирован. Пусть Я на счет 3 Светлана тебе покажет именно тот момент, когда был подписан контракт. 1, 2, 3. Она показывает, я вижу, сидят эти сущности, и она говорит согласна. Я слышу перераспределение, то есть ее перераспределяют к другим родителям, в другую семью. Мгм. И она говорит, я согласна. Она склоняется и подписывает контракт. Она выглядит как, ну, как богиня или как ангел. То есть такая, как, ну, когда я говорю богиня, я не превозношу этого человека, над, например, над другими считываемыми формами, да. Мгм. Это имеется в виду, так рисует мое подсознание. Эти богини, красивые женщины, запечатлены, например, в статуях античных. Вот это я имею в виду. В Мгм. картинах, в полотнах. То есть совершенная красота, скажем так. Вот что я вкладываю в это понятие богиня, потому что, то есть оно считывается как совершенство, грация, совершенство, вот это такое. Она Хорошо. подписывает контракт. Спроси Светлану, хочет она отменить этот контракт? Осознает она? Да, она осознает. Она хочет отменить. Она считывала, сразу же знала, на что она идет, какие условия ее ждут, на что она подписалась. Мгм. Я вижу, что она отменяет, расторгает этот контракт. Я говорю, я хочу увидеть это. Как она это делает? Она это как будто бы берет ручку за секунду до того, когда она вот писала «соглашаюсь», она пишет «расторгаю».
И я вижу, что она с этого, то есть она не идет на это воплощение, а она возвращается как бы в то место, откуда пришла. И после этого она уже идет на воплощение, на то же самое воплощение, но уже по своей воле. Да, это так оно и должно быть. Мгм. Сейчас я говорю, чтобы Светлана, вот она обследует свое все тело, чтобы она приказала этим сущностям немедленно убрать подключки, импланты, все программы гибридизации, все последствия, потому что она расторгла с ними контракт, и пусть они забирают все то, что принадлежит им, и пусть уходят туда, откуда пришли. Я вижу, что оно как-то вот сразу все с нее это все обрывается. Этот шов тоже уходит. Мгм. Я вижу, что это была эфирная беременность. Эфирная беременность тоже уходит. Я вижу, что она его догоняет, этот эмбрион, и вынимает с него свое ДНК. Все правильно. И он пустой, уже мертвый, уже возвращается обратно. Сейчас она поднимается вверх. Я говорю, чтобы она испепелила все эти энергии в своем пространстве, уничтожила, перемодулировала низковибрационные частоты, высоковибрационные, негативные программы, позитивные, что у нее есть эталон чистоты, совершенства, первозданной Вселенной, первозданной ее, и пусть этот эталон она применяет ко всему. Она это сделала, и вижу, этот портал закрывается. Она поднимается выше, я вижу 17 уровень, но ее тянет вот в сектор колдовства, еще что-то, Мгм. какой-то эгрегор. Так, ну Светлана занималась вызыванием духов, заговоры, также ходила к экстрасенсам, бабушкам. Что ее держит, тянет? Я вижу, что ее держит как будто бы как эти бабушки. Она как будто бы часть своей души оставляла у них. Мгм. То есть они взамен ей давали что-то черненькое, забирали вот эту светящуюся душу. Я говорю, чтобы она сейчас, что она может зайти в каждый из тех моментов, когда она по своей воле или по своему попустительству раздавала частицы своей души, своего сознания. Пусть она вернет это все, откажется от этих ситуаций, от этих моментов, просканирует все свое пространство и вернет себе все то, что ей принадлежит, где бы оно ни находилось, в каких бы пространствах оно ни находилось, и произведет вот этот обмен. Все, что ей не принадлежит, пусть она отдает, а свое пусть она пропустит через фильтр божественной чистоты и вернет все то, что ей принадлежит. Мгм. На счет 3 она это все сделает. 1, 2, 3. Но я скажу, что вот нам сказать легче, чем это ей сделать. Ее завертело в какой-то портал, она вот одновременно начала мотаться по разным пространствам. Я говорю, чтобы она никуда не моталась, а просто вернула все, сохраняя свою стабильность и высокие вибрации. Оно так вот как-то раз, и все упало, а она поднимается вверх. Вот сейчас я говорю, чтобы она это пространство с этими событиями, когда она раздавала свою душу, пусть она сотрет информацию об этих событиях, ничего не было. Она может сжать в шарик эти все события, эти пространства, выбросить в портал на утилизацию. Мгм.
Она это делает, и сейчас она вот уже как будто бы свободна, но пространство еще такое не очень чистое, и она как будто бы колышется на каком-то, на какой-то веревке, которая буквально как будто бы ее поддерживает. Вот. Что это за веревка? Э, Сейчас я вот хочу посмотреть, куда ведет эта веревка, и почему-то я увидела, что начинается как будто бы всюду вода, и она под водой, то есть эта подключка идет куда-то под воду, как будто бы в какой-то океан, и там что-то есть. Я хочу посмотреть, куда ведет эта веревка и что это такое вообще. Мгм. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Я вижу, что эта веревка ведет к такому крючку, привязана к крючку, а крючок находится на дверце. И эта дверца квадратная открыта, как будто бы дно океана открыто. И оттуда выходит, то есть открытый портал. Я хочу посмотреть, кто там находится в том портале, кто выходит к ней с этого портала. Они выходят и друг друга зовут. И они говорят, она нас вызывает, она нас вызывает. Кого И она называет? вот этих духов. Так. И что происходит дальше? Они, ну, я зашла в один из моментов, и я вижу, что Светлана что-то такое делает, как будто бы она а, куда-то всматривается, то есть как будто бы она всматривается в другие пространства. И вот эти духи, они выходят и окружают всю ее энергосферу, и она становится темной, черной. И вот это я вижу, мне сразу пришла картинка в начале сеанса, когда было все черное. Сейчас она вот это все увидела, осознала, и она вот так вот как хлопнула и сказала нет. Я Мгм. говорю, хочет ли она от этого всего избавиться? Пусть она говорит, да, я говорю, что она должна расторгнуть контракт, изменить это событие, когда она самый первый раз решила заниматься спиритизмом. Я вижу, что у нее от рук отваливаются какие-то как карточки. Мгм. И черная метка сползает. И тут же подсоединен еще один эгрегор. А, какие-то, я слышу, медитации, что ли. Кто-то вещает через рептилию. Это ченнелинг Федерации ФЭД. Да. Я говорю, что она может одномоментно все это отменить, ничем она не занималась, все контракты расторгнуть, все соглашения. Если ей это действительно не нужно, то ее подсознание очень быстро может в один момент от всего этого очиститься. Я говорю, что она расторгает контракт и отдает вот в этот. Я вижу, как эта подключка падает, и там эта дверца закрывается. И подключка эта уходит туда вниз. То есть дверца развернулась и стала закрыта с обратной стороны. Закрывается этот портал. Сейчас она расторгает контракт с этими, которые от этой рептилии вещают.
И она этот контракт буквально этой рептилии на морду приклеила. Отсекается, падает этот эгрегор. Мгм. Я говорю, чтобы она закрывала этот портал, уничтожала все эти энергии, воздействия, эти знания, которые она получала от темных, если она хочет очистить все свое пространство. Мгм. Сделала она это? Мгм. Хорошо. Вика, давай еще посмотрим, есть ли что-нибудь, какая-то подключка от Виктора Ширяева. Он находится в ее энергосфере, привязан к третьей чакре и как будто бы пытается ее тянуть вниз. Он буквально ее тянет, но он привязан к третьей чакре. Я говорю Светлане, что она может уничтожить те энергии, на которые он привязан. И она вот эти энергии как будто бы перемодулировала, и он с разгону вот отцепился от нее и просто утянулся в нижний портал. Я говорю, чтобы сейчас она проверила свое генеалогическое дерево, нашла в своем роду порчу, и все эти информационные изъяны излечила. Вот она берет отпечаток совершенной чистоты, энергии совершенной божественной и прикладывает к своему генетическому древу, и прорастают эти энергии и излечивают. То есть там происходит такая реакция, как маленькие взрывы, и заполняется вот этими энергиями светлыми. Мгм. После Хорошо. этого проросла энергия чистая до основания, и она одела этот чистый пояс, и к этому поясу прикреплено очень много людей. Я ее спрашиваю, кто это? Она говорит, родня, род. Я говорю, что она может сейчас по этим привязкам, потому что родня всегда привязана, она может передать всей своей родне генетически чистую информацию о том, что им больше не нужно поддерживать негативные испорченные программы, чтобы они приняли эту информацию, и тот, кто хочет, может воспользоваться и почистить свою генетическую информацию. Мгм. Также я говорю, что она может их всех с любовью отпустить, чтобы ее пространство стало свободным от них. Мгм. Она их отпускает. То есть она была где-то, была виновата, но обычно вина косвенная. Когда происходят родовые порчи, то виновник всегда находится как бы жертвой. То есть его обидели, его прокляли или что-то сказали плохое, и этот обиженный человек, когда в тот момент, когда он принял эту программу, когда произошел этот энергетический удар, вот этот сжалась вот эта энергия, и она не выплеснулась обратно, произошел такой зажим. И в этот момент происходит вот это искажение информации, которое передается из поколения в поколение. Мгм. Хорошо. Сделала она это? Да. Отлично. Отсоединись от этой ситуации, идем дальше. Есть ли что-нибудь от Левашова? Ну, от него осталась подключка в нижний портал крокодильного какого-то вот цвета. То есть как будто бы эта подключечка имеет такой цвет кожи. И подключка идет в сектор эгрегоров и колдовства. Мгм. Спроси, Светлана, Он что? находится в верхнем
А он находится в хорошем пространстве. Мгм. К нему, то есть подключки нет у нее, а нет, привязка есть к Левашову, прозрачная. То есть, ну, можно сказать, безвредная относительно. Я вижу, она берет ножницы, отсекает себя от Левашова. Мгм. Я говорю, чтобы она расторгла контракт с этим эгрегором, и она расторгает контракт, и он просто ну, выходит из нее. Я говорю, чтобы она вытолкнула его, приказала убраться. Я вижу, как полетели книги, то есть вот, через эти знания. Мгм. То есть вот эти энергии восхищения, вместо того, чтобы включать своего внутреннего критика, как раз и спровоцировали такую подключку. Мгм. Вот она закрыла портал. Хорошо, отлично. Отсоединись от этой ситуации, идем дальше. Есть ли что-нибудь от центра Эколмил? Видишь что-нибудь? Я вижу какое-то воздействие, оно находится в энергосфере, как будто бы какой-то шарик, то есть подключки никакой нет, но как будто бы идет какое-то воздействие. Я говорю, что она сама может включить свой внутренний критик и убрать весь негатив с этой информации и оставить себе только созидающий элемент. Хочешь Я она? вижу, да, она это сделала. Я вижу, как какая-то пелена вот эта прозрачная с этим шариком. Этот шарик, он похож вообще-то на маленькую, как бы, какую-то субстанцию, как лярву, что ли. То есть какое-то заражение все-таки пошло. И оно с нее вот это уходит, потому что этот шарик вот блуждающе ходил по ее энергосфере. И он уходит в сектор как бы интерферентов и духов вот туда. То есть какие-то энергии все-таки там присутствовали негативные. Мгм. Она закрыла, отрезала, закрыла портал. Хорошо, отлично. Отсоединись от этой ситуации, идем дальше. Есть ли что-нибудь от бывшего мужа Игоря, который, может быть, обрезал ей денежный поток? Ну, у него есть подключка к ней. Он как бы привязан на черной подключке. Это привязка, не подключка, привязка к третьей чакре. Я говорю, что она может с ним сейчас примириться и отпустить его. Мгм. Она его выталкивает. Я говорю, чтобы она вытолкнула все его энергии, все воздействия. Но он не колдун, ничего он ей там не делал такого. Он просто очень много навредил. Подключка очень черная. Я говорю, чтобы она уничтожила эту подключку своими высокочастотными вибрациями. Пусть эти вибрации структурируют ее внутреннее, внешнее пространство. Пусть она передаст этому человеку информацию о своем освобождении. Ну, я вижу, что он с разгону ушел, то есть эта информация его как бы, он ушел в нижний портал. То есть он не выдержал этой энергии. Мгм. Я говорю, чтобы она отсекла его, закрыла портал. Мгм. Ты сделала? Сейчас, да, она это сделала. Я говорю, чтобы она вынула из... Ее энергосфера очень тяжелая. Я говорю, что ей мешает? Почему такая тяжелая энергосфера? Чтобы Почему? она показала. На счет 3 она тебе покажет. 1, 2, 3.
Она вот как-то пошевелила, и там как будто бы до половины какие-то вот энергии похожи на жидкость. Я ее спрашиваю, что это такое и зачем оно ей нужно. Она говорит, что это жир. Я говорю, зачем она накопила столько жира? И я вижу, как она его как бы спускает в сектор интерферентов. Я спрашиваю, зачем она столько жира отложила в себе. Она говорит, чтобы сохранить энергию. Ну, говорю, ей уже не нужен этот жир, у нее энергии предостаточно, пусть она его сливает туда, на какие программы это все образовалось. Пусть она эти все программы уберет своего пространства и запустит процесс построения, улучшения здоровья в соответствии с теми вибрациями чистого мира, чистых энергий. А все это пусть она уберет с своего пространства, потому что причин накапливать жир уже нет. Она убрала это, закрыла портал и моментально вынеслась в верхние другие пространства. Сейчас она находится в пространстве более светлом, и все еще какой-то эгрегор со стороны даже, вероятно, 2 магии и колдовства. Так, что за эгрегор? Что-то связано, люмини, какое-то свечение, озарение, свет. Там открыт такой портал, и как будто бы какой-то такой пафосная энергия такая какая-то. На самом деле там это очень черная энергия. Угу. Спроси. Светлана, хочет она от него избавиться? Да, она хочет от него избавиться. Угу. И она говорит, что это связано с каким-то обещанием просветления и с каким-то обещанием счастья и процветания. И я говорю, что все контракты, основанные на... Если кто-то предлагает прояснение, что-то еще, а взамен что он взял? И она показывает, что там находится в том далеком портале, но он очень далеко. И я вижу, что это связано как-то, как будто бы с восходом солнца и с, как бы вот Китай, Восток, вот оттуда что-то. Угу. Какие-то восточные практики, да? Ну, может, не практики, может, мировоззрение, не имеет значения, но я вижу, что произошел замен. То есть ее какую-то светлую часть души забрали, а вложили взамен, потому что свято место пустым не бывает. Если откуда что-то взять, то туда нужно что-то положить. Угу. Я говорю, хочет ли она иметь в себе, в своей душе эту черную чужеродную субстанцию. Она отказывается, она вытаскивает ее на такой черной подключке. Такая вот, как бы не под, вот такая, как шнурок, который продевает всю ее сердечную чакру. Я говорю, что она может освободить все, наполнять свою сердечную чакру энергиями света, истинного света, абсолютной гармонии и чистоты. Вот, она возвращает свою часть души. Я говорю, чтобы она просканировала и отдала все то, что ей там не принадлежит, а совершенную чистую частицу своей души, чтобы забрала обратно. Да, она встроилась
на свое место. И Светлана сейчас выталкивает эту подключку, эти энергии. Я говорю, что она может сейчас очистить абсолютно все свое пространство, абсолютно от всех воздействий, от всех чужеродных программ, от всего того, что мешает ей быть абсолютно свободной, кристально чистой, соответствовать критериям чистейшей Вселенной и чистейшим энергиям. У нее есть этот код, она может его приложить ко всему, что находится в ее энергосфере, и убрать все то, что не соответствует этим высочайшим вибрациям и этим высочайшим критериям. Сейчас я вижу, как в ее энергосфере появляются ее дети. Она очищает вместе с собой все свое пространство. Я говорю, что она может одновременно сейчас, что ее пространство – это ее семья, ее дети, ее муж, ее друзья, ее работа, офис, бизнес, дом, ее хобби, все то, что она любит, все то, что касается, чего касается ее рука и ее разум, это ее пространство. Это ее дом, это ее страна, это ее вселенная. Она может все это структурировать своими высочайшими вибрациями. Получается у нее это сделать? У нее получается, она как будто бы все это в себя взяла, и оно, эти чистые энергии, они вот так работают в одном направлении. То есть она здесь очищает, а вот туда она это все куда-то вниз, эти цветущие энергии, все это выталкивает. Я говорю, вот, она закрыла портал, и он как бы отвалился и упал. Я говорю, что сейчас она может распространить свет, гармонию, чистоту по всем своим эфирным телам, по физическому телу, запустить программу, по которой будут ее физическое тело и эфирные тела, все ее составляющие, а также все то пространство, которое ей принадлежит, и ее дети, запустит программу на полное оздоровление на всех уровнях души, духа и тела, чтобы она привела в соответствие все свое пространство с этими высокими вибрациями. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Я вижу, как детки находятся в ее пространстве, но там как бы тянутся такие ниточки от интерферентов, и они как будто бы болтаются у них. Я говорю, что это ее дети, и она может приказать им немедленно убраться с пространства ее детей, потому что они принадлежат ей, и она имеет право на воспитание своих детей, а они не имеют права. Я вижу, она берет огромные ножницы, отрезает этих сущностей, она берет их, положила в какую-то колбу. И я вижу, что я говорю, что ее дети могут расторгнуть контракты. Угу. Да. Они это делают, и они поднимаются. То есть, вот эта энергия, она сгущается в этом шарике, становится тяжелая, вот так сжимается и буквально падает в нижний портал. Я говорю, чтобы Светлана отсекла это все пространство с этими воздействиями. Я вижу, как ломается пространство игры. То есть у нее в доме буквально была как бы вот эти все магические штуки, которыми она занималась. Это скустило ее личное пространство, и она как будто бы находилась в виртуальном пространстве вместе со своей семьей. То, что происходило с ее детьми, это ответственность ее. И сейчас она буквально ломает это густое пространство. Я говорю, чтобы она почистила все свое
пространство и пространство своих детей, чтобы она попросила, чтобы они сделали то же самое, чтобы она им показала, передала информацию, и чтобы они уничтожили эту матрицу, которая буквально засела в их доме. Это снова я слышу техномагическая матрица. Мгм. Я вижу, как у младшего ребенка буквально с глаз вываливается там такие... Она как будто бы находилась в какой-то капсуле красного цвета, малиново-красного цвета. С этой капсулы у нее в глаза шли такие, как иглы. И это отвалилось. И она вот ножками вот выталкивает это все. И Светлана очищает от этой кожуры. Вот ее старшая дочь как в скорлупе стоит. Говорю, что Светлана может передать ей информацию о своем освобождении, разбудить ее. Она ее будет. И вот эту скорлупу выбрасывает тоже в нижний портал. Черную скорлупу. Мгм. Отлично. Я говорю, чтобы она разбудила и оживила свою дочь. Чтобы она показала своей дочери, как раскрыть свой потенциал, как пробудить свою генетическую память. Я вижу, что она возвращается с дочкой в какой-то далекий мир. И она ее положила как будто бы возле какого-то ручья на красивую землю. Очень ярко все. И она такой, как живой водой. Ее поливает. Мгм. И она оживает. Сейчас я вижу, что она как будто бы проснулась, но у нее с глазами что-то не то. Я говорю, пусть она покажет дочке, что у нее какие-то импланты на глазах, пусть она их снимет. Ей там крутят кино постоянно в этих линзах. Я говорю, что она может просто отказаться от этого и выбросить. Она вытаскивает эти импланты с подключками, то есть через глаза идет в мозг, как веревочки. Она отсекла, вот сейчас глазки открыла, протирает. Я говорю, чтобы она сожгла эти импланты и эти воздействия. Сейчас я говорю ей, что она может пойти, вот эта девочка, в тот момент, когда она подписала контракт. Я вижу, что это было связано с Кесаревым. Сейчас я говорю, чтобы Светлана... А у Светланы 2 Кесарева было, да? Одно. Одно. Вот этот шрам один. Да. Я говорю, это старшая или младшая Кесарева? Это Кристина старшая. Христина Да, старшая. я вижу, она вот во время, вот я вижу этот момент, и я говорю Светлане, чтобы она изменила момент рождения, чтобы Мгм. она зашла в тот момент перед рождением, чтобы она выбрала самый комфортный способ родить своего ребенка, потому что она уже свой контракт расторгла, чтобы она перед рождением зашла в тот момент, когда она только собиралась родить ребенка, передала информацию своему ребенку о своем освобождении, чтобы она выбрала тот момент, когда она родила этого ребенка не в роддоме, не Кесарева, а дома, в кругу света и чистоты. Мгм. Она изменила этот момент, она родила ребеночка сама, она взяла его на руки, они все светятся обе, и она вот так вот пригрозила этому, где был подписан контракт, и это все упало, все исчезло.
Она поцеловала дочку и сейчас переходит к меньшей. Сейчас я говорю, чтобы Светлана изменила момент подписания контракта и рождения младшей дочки. Пусть она тоже младшую дочку, пусть она зайдет в тот момент, когда она собиралась ехать в больницу, рожать, и она не поехала. Младшая родилась дома. Ну, а кто там, акушерка, что была? Акушерка была. Ну, а зачем она нам нужна? Я же вижу, она же черная, от интерферентов пришла. Мгм. Пусть она то есть изменит эту ситуацию таким образом, потому что она же акушерку позвала, чтобы этой акушерки не было. Пусть она расторгнет контракт, отдаст ей. Вот, она как монахиня выглядит и уходит Да. туда в сектор интерферентов. Она очень верующая. Очень черная. Я говорю, чтобы Светлана изменила свои роды таким образом, что она родила своего ребенка в абсолютной чистоте. Я вижу, как интерференты вот так вот сделали и сретировали. Это просто все уничтожилось. Потому что Светлана рожает своего ребенка сама, дома. Она родила и сразу же ребеночка положила на себя. И она взяла и вот такой свет. В этот свет я говорю, чтобы она стерла всю информацию о присутствии этой женщины, о присутствии этих энергий, ничего не было. Чтобы она сжала это событие, оно сжимается до шарика тяжелого и падает само куда-то вниз в портал. Мгм. Отлично. Сейчас я смотрю на них. Как они выглядят? Младшая дочь, она такая более яркая, ее лучше видно, но у нее какая-то подключка идет от ножек. Я смотрю, куда идет, что это за эгрегор ее держит. Посмотри, что это за эгрегор. Я вижу, что это эгрегор, связанный как бы с мультфильмами, что ли. Там вот какие-то рожицы странные выглядывают, как будто бы нарисованные. Мгм. И я ее спрашиваю, видит ли она, как эти энергии забирают энергии у нее, то есть этот портал. Я говорю, чтобы она просканировала свое тело и нашла все те негативные воздействия, которые делает вот этот эгрегор. Он ее как бы перемещает в какое-то другое пространство. Я говорю, это же верный путь к раздвоению личности. Человек должен находиться здесь и сейчас. Я говорю ей, чтобы она просканировала все свое тело и убрала все те воздействия и программы, которые мешают ей трезво осознавать действительность, находиться своим разумом, своей точкой внимания здесь и сейчас. И пусть она все эти воздействия, которые ей мешают просветлению, пробуждению ее генетической памяти, пусть она уберет. И пусть эти наслоения на ее психику она пусть тоже заберет и удалит, сожжет. Я вижу, как она поджигает эту подключку, отсекает. Эта подключка, этот эгрегор уходит, он сгорает и падает. Я говорю, чтобы она закрыла портал и забрала все, пусть выбрасывает портал на уничтожение. Сейчас она освободилась и зашла в энергосферу матери. Мгм. Старшая дочка до сих пор как будто бы замороженная какая-то, серая энергия, и она вот все еще как будто бы спит. Но девочка большая, конечно, ей бы хорошо было поработать с ее сознательной частью, то есть чтобы она проработала эти аспекты самостоятельно.
Потому что не все можно проработать без присутствия человека. Мгм. Там у нее компьютерные игры. Да, я говорю, что Светлана может передать ей информацию о той животворящей энергии, которую она разбудила в себе. И пусть эти энергии разбудят ее дочь, разбудят генетическую память ее дочери. Мгм. Получается? Ну, она передала информацию, но дочка как будто бы не слышит. И я вижу, считывается, что есть какая-то, то есть в этом ответственность самой Светланы. Я говорю, что она может зайти в тот момент, что послужил пускным механизмом, почему ее дочь имеет как бы эту зависимость. Дети в 14 лет должны слушаться маму, находиться в ее энергосфере, прислушиваться к ее мнению, а не заниматься тем вредным, чем они хотят заниматься. Мгм. Я говорю, чтобы она нашла тот момент, когда она потеряла вот это влияние, позитивное влияние, воспитательное влияние на свою дочь. И чтобы она убрала эту первую причину и все последующие. Хорошо. Я вижу, что это был момент ее родов. Я говорю, что она изменила роды, и сейчас она может пойти именно в тот момент, когда в пространстве ее дочери произойдут на всех уровнях эти метаболические процессы, и она полностью восстановится. Потому что контракт отменен, момент рождения отменен и заменен на естественные роды. У них вот это единение было всегда. Я вижу, что она обращается к своему генеалогическому древу, и она высекает момент этих родов Мгм. и срастается, и она вот этот передает дочери. Я говорю, потому что у дочки какая-то вот уже получается испорченная генетика. И ее древо уже черное. Я говорю, чтобы она показала своей дочке, и пусть они вместе излечат их общее пространство. Пусть они изменят все эти ситуации, которые повлияли на то, что их отделяло, что их разделило. Пусть все эти причины уйдут. Они найдут вместе эти все причины, эти все блоки и уберут. Мгм. На счет 3 они это сделают. 1, 2, 3. Вот такая какая-то кожура черная упала, темно-серая. Идет подключка из сектора колдовства. Я хочу посмотреть, потому что она сейчас выглядит в эфирном пространстве, как будто бы она или мертвая, или спит. Она вот такое впечатление, вот как будто бы ее взял вот так, голова вот лежит безвольно, и она вот так вот сидит, ручки вот так вот. То есть она не смотрит, ничего не делает. Мгм. Защитной сферы у ребенка нет. Сознание отключено. В этом случае лучше всего, конечно же, поработать с ребенком, чтобы включилось ее сознание и подсознание. Нет коммуникации. Я хочу посмотреть, что это за черная энергия находится у нее в секторе колдовства. Давай, на счет 3 ты увидишь, что это за энергия. 1, 2, 3. Это как груз какой-то, который привязан к ее левой ноге. Я сейчас смотрю, что у нее есть колдовская метка. Я ее спрашиваю, что она сделала, видит ли она, что происходит в ее пространстве. Она говорит, не вижу. То есть она что-то сама делала или в этом воплощении, или в прошлом.
Мы что можем сделать в этом случае? Только чтобы Светлана еще раз показала ей, передала информацию о своем освобождении. Мгм. На счет 3 Светлана это сделает. 1, 2, 3. Ну, она тут передала, но девочка что не берет? Она Мгм. как будто бы ее вот так, такой шар энергетический, как будто бы накрыла этим энергетическим шаром. Ну, я только подумала, поможет ли ей что-то оживить ее. Да, это будет в будущем, Мгм. но это Хорошо. нужно сделать. Хорошо. Ну, мы сделали все, что могли. Светлана тоже в данный момент. Да, потому что подсознание исполняет приказы рациональной части. Если человек, тем более, что если она считает, что она самостоятельна и что она принимает сама решение, то власть матери теряется. Мгм. Хорошо. Вика, отсоединись от этой ситуации и идем дальше. Давай проверим, есть ли у Светланы эгрегор денежных трат и расходов. Есть. Спроси, хочет она его убрать? Да, хочет она. О, увидела, да. М, Я говорю, что она может забрать всю свою энергию, которую она туда отдавала, в этот эгрегор, расторгнуть все соглашения и контракты с этим эгрегором, эту свою энергию отдать на переплавку во Вселенскую очистительную систему, эгрегор сам отвалится, отсечь его. мгм, Она это делает. Сейчас я говорю, чтобы она просканировала все свое физическое тело, эфирное и энергетическое, и нашла все те блоки, которые образовывались тогда, когда она чувствовала себя плохо по отношению к деньгам. Она это видит. Я говорю, она может их просто удалить из своего пространства, если они ей не нужны. Она их просто выливает, высыпает, выливает через какой-то проем. Я говорю, чтобы она убрала это все в портал на уничтожение, а вместо этих энергий пусть пустующее место пусть наполнит высоковибрационными энергиями благосостояния, благоухания, той энергии первозданной чистоты. Вот энергии страха, вот эти блоки тоже она может убрать. Она говорит, да-да. Она их высыпает, как будто бы в какой-то мешочек, почистила вот так вот пространство свое. Мешочек завязала, выбросила в портал на мгм. уничтожение. Я говорю, чтобы она тоже распространила свет первозданной чистоты, первозданной энергии, совершенной чистоты, здоровья, радости, счастья, гармонии. Вот. Чувство вины. Я говорю то же самое. Она ни в чем не виновата. Никто ни в чем не виноват, если человек осознает свои какие-то поступки, то вина сама собой уходит. Остается только опыт. Она выливает эту энергию, закрывает. Я говорю, чтобы она тоже, ну, она уже знает, тоже распространяет этот свет. Вот Мгм. дальше пробираемся. Я говорю, а вот это нелюбовь к себе, не нужно тоже убирать. Она распространяет сюда же. Я говорю, эти блоки самовыражения, очистить всю свою энергетическую сферу, запустить вот пятую чакру, избавиться от всех упреждающих программ, мыслеформ, которые мешают ей самореализации, самовыражению, пению. У нее голос вот сейчас начинает вырываться. Красивый, как оперный. Я говорю, чтобы она чистила шестую, седьмую чакру от всех чужеродных программ, воздействий, чипов, имплантов, чтобы она полностью освободила все свои
энергетические центры, физическое тело на всех уровнях, распространила этот свет, все, что ей не принадлежит, выбросила, и пусть она проструктурирует все свое пространство. Вот у нее это все получается. Энергосфера наполняется этой светлой энергией, включается Тор. Мгм. Отлично. Так, отсоединись от этой ситуации, идем дальше. Также Светлана делала аборт. Я говорю, что она может изменить эту ситуацию таким образом, что этот ребенок, она может договориться с ним, чтобы ребеночек решил или вообще не приходить, или он где-то находится, у нее такой сильной привязки нет. Мгм. Он говорит, хорошо, хорошо, посылает ей поцелуй и уходит. Я говорю, чтобы она ситуацию, она стирает эту всю ситуацию, и вот чувство вины рассыпается, вот эта вся ситуация рассыпается. То есть она аннулировала это событие. Мгм. Отлично. Отсоединись от этой ситуации, идем дальше. У Светланы было переливание крови. Есть ли какие-то негативные последствия от этого? Да, я вижу, что есть энергия этого человека. Я говорю, что она может зайти в тот момент перед переливанием, отменить его, отказаться. И я вижу, как через эту иглу какая-то субстанция уходит обратно в эту капельницу. И игла потом раз утянулась туда, и все уходит в нижний портал. И засияло все. То есть ее энергосфера очистилась от генетической памяти другого человека. Мгм. Отлично. Отсоединись от этой ситуации, идем дальше. Светлана хочет убрать последствия от прививок. Я говорю, что она то же самое может сделать. Да. Она может отменить все эти по очереди от самой последней до самой первой эти прививки. Вот. Очистить все свое эфирное тело от присутствия этих субстанций. И пусть эфирное тело, ее новая ДНК, выстроит свое физическое тело по чистой формуле. Пусть оно уберет все последствия этих прививок. Пусть пройдет какое-то время, и вся информация об этих веществах исчезнет. Потому что она из тела тоже физического, потому что на эфирном теле, вот она вытаскивает уже эту самую первую иглу и выбрасывает это все в нижний портал. Оно уходит в сектор интерферентов. Она даже сжигает, вот как будто бы поднесла спичку и сжигает это все. Мгм. Хорошо, отлично. Так, Вика, отсоединись от этой ситуации. Посмотри сейчас на эфирное тело Светланы. Мешает ли ей еще что-нибудь? Но чужеродных воздействий нет. То есть если что-то ей мешает, конечно, что какие-то есть программы, еще много, то есть человек может относиться к этому по-разному. Вот. Если легко относиться, то это быстро происходит. То есть не зацикливаться на каких-то моментах в прошлом, потому что это тоже требует проработку этих каких-то ситуаций. Никто не находится в идеальных условиях, и мы все равно попадаем в какие-то низковибрационные ситуации. То есть Мгм. наш сеанс – это как бы начало, и задача каждого из нас поддерживать этот уровень и научиться поддерживать этот уровень, очищаться. Мгм.
Хорошо. Вика, отсоединись от этой ситуации и перейдем к вопросам. Так, вопрос такой. Брат Алексей, с ним было связано 2 случая, когда хлынула кровь у Светланы. Что это было такое? На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Ничего. Она мне не показывает, она вот так показывает. То есть эзотерической причины не было. Угу. Или ее уже нет, и вот когда человек почистился, он как бы все стер, изменил очень много событий. И вот лазить туда, вот возвращать это все, ну как бы не очень Всё. хорошо. Не будем. Отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. Сон. Открыла глаза, увидела какую-то тень. Ну, сейчас это то же самое. То же Если смысл сейчас уже во всем этом копаться, если уже ничего нет? То есть почему мы специально не спрашиваем, какое имя у этих интерферентов, не говорим с ними? Почему? Чтобы человек мысленно не возвращался. Потому что в эфирном пространстве оно работает так, что то, что мы говорим, то, что мы думаем, оно сразу вот здесь перед нами. То есть мы как бы это пространство притягиваем к себе. И лично мое отношение такое. Меня интересует мое освобождение. А все, что там было, как там было, какая сейчас разница. То есть вот это копание в прошлом, что оно делает на самом деле, вот эти практики, когда вот копаться в своих прошлых, оно имеет только один смысл. Когда человек и знает, что вот у него есть какой-то блок, он не может что-то там чего-то достичь, и он начинает именно находить тот момент, и бывает это в прошлой жизни или в этой жизни, но в детстве, тогда это имеет смысл покопаться. Для чего? Ну вот человек увидел, что-то произошло, он пережил, он прорыдался, проистерил, и на этом все. То есть вот это смысл. А ходить, возвращаться, вытаскивать это все с прошлого и ничего с этим не делать, как бы никакого отношения не имеет, потому что это могут быть уже совершенно другие темы. И сейчас уже это не имеет значения в рамках нашего сеанса. Угу. Хорошо, Вика, отсоединись. Это как, знаешь, с этого, Тарас, Да. необъятное. То есть цель нашего сеанса – освободиться от всего чужеродного. Человек освободился. А потом он может сам себе расследовать все, что он хочет. Как бы можно все, но не все полезно. Угу. Хорошо, Вика, отсоединись. Так, идем дальше. Светлану интересует, кто она, какие у нее способности и может ли она заниматься, например, регрессией. Сейчас она не может регрессией заниматься, потому что у нее нет вот этого чувства, которое бы ее отталкивало от низковибрационных воздействий. То, чем она занималась, вот то, чем она занималась, говорит о том, что она не умеет считывать ДНК энергий. А человек, который даже видит в эфирном пространстве, он хорошо видит, но он не умеет считывать, нет этой способности. То есть он может очень легко свет принять за, то есть тьму принять за свет и наоборот. То есть он не сможет, например, как я вижу, вот, например, человека, который с интерферентами. Да это ужас какой-то. Это же колючки одни, это же что-то энергии черные. И человек, который не умеет считать истинное ДНК человека, он будет считывать этого человека как тьму, как что-то плохое. То, что и происходит в бытовой жизни. Вот это люди, которые окружают
Светлана именно так и сказала. Меня воспринимают как какую-то не такую. Почему? Потому что люди не считывают ее истинную вибрацию души, да? Она же тоже присутствует. Но почему-то их тянет считать о ней что-то плохое. То есть то, что лежит на поверхности. И до тех пор, пока человек не очистится от этого всего, пока он не определится, то есть должно быть очень четкое определение. Вот находиться на стороне света, распознавать его. Вот тогда можно чем-то помогать людям. Сначала нужно себе помочь, то есть кто такие люди? В первую очередь, вот как можно помочь людям, если беспорядок дома, если дети в таком ужасном духовном положении. То есть нужно не на людей внимание обращать, а именно на своих детей. И развивать эти способности для того, чтобы помочь в первую очередь своим домашним. Себе самой и детям. Хорошо, Вика. Отсоединись от этой ситуации. Давай теперь Светлана хочет почистить дом свой. Она уже его почистила. Да? Да. Отлично, уже знает, как это делать, да? Да. Отлично, хорошо. Отсоединяйся от этой ситуации. И последнее. Светлана хочет передать информацию о своем освобождении своим, я сейчас буду называть имена, пусть она их зовет. Своим детям Христина, Эрика, потом бабушка Вера и Нина, сестра Таня, двоюродный брат Денис, Дима, прабабушка Варя, Христина, прадед Федор, Сергей, отец Василий, покойная мама Алла, брат Алексей и кошка Ева. Ну, я говорю, что она может она всех их зовет, а также много других людей. То есть мы даже можем и не называть, потому что ее подсознание знает, кому она хочет передать. И на самом деле пришло людей, очень много. И она им передает информацию. Хорошо. Отлично. И ушедшим, и живым. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. На счет 3 ты найдешь эфирное тело Светланы, и мы посмотрим на нее. 1, 2, 3. На каком она сейчас уровне? Я вижу цифру 27. Ее энергосфера как-то меняет цвета. Вот энергии вот так вот движутся. Сейчас. Я ее спрашиваю, что это за цвет у нее появился. Как будто бы разлитая нефть на воде. Я говорю, нужен ли ей этот гипноз, зачем она его оставила, эти гипнотические воздействия. Не хочет ли она избавиться от них. Я говорю, чтобы она посмотрела на все свое пространство и определила, в каких сферах ее подсознания, души, физического тела находится чужеродное воздействие программирования. И очистилась. Я вижу, что оно как-то, она увеличила свою энергосферу, и оно так лопнуло и начинает осыпаться. То есть я вижу, что на сегодняшний момент Светлана как-то не очень различает свои мысли, свои стремления, не отделяет от чужих. Вот нет, нужно научиться вот это выставлять, то есть сделать даже на физическом плане вот такие какие-то, то есть прежде чем погружаться в какие-то эзотерические знания, да, нужно научиться работать с физическим телом, своей психикой, своей памятью, своим мозгом. То есть научиться отделять свое от чужого. Хорошо, Вика. Да. Вот сейчас, я бы не сказала, что я прям довольна результатом. То есть с переменным успехом.
То получается, то не получается. Я говорю, что она может сейчас еще раз вернуться в тот прекрасный мир, где она жила, убрать, возможно, все блоки на своем пути жизненном, которые мешают раскрыть ее истинный потенциал, пробудить ее генетическую память. Пусть она извлечет из себя все то самое лучшее, все самое светлое, и уберет все эти программы, которые мешают ей пробудиться, проснуться. Но я вижу, что процесс запущен, и сейчас самое главное его поддерживать и развивать. Мгм. Она наполняется светом, но вот память, как бы вот эта генетическая, она вот так открывается. Я ей говорю, чтобы она убирала все то, что мешает. Она не убирает. Вот сейчас взяла и вот эти ниточки отсекла и выбросила в нижний портал. Я говорю, чтобы она закрыла этот портал, пусть уходит, осматривается. То Мгм. есть она еще к себе не привыкла. У нее вот процесс метаболизма как бы не только на физике проходит, а даже на эфирном плане. То есть она себя еще не воспринимает такой, какой она себя нашла в этом сеансе. Мгм. Ну, со временем это все произойдет. Да, главное, чтобы этот процесс поддерживать, да. Мгм. Хорошо, Вика. Отсоединись от этой ситуации. Отсоединись. И скажи мне, пожалуйста, сколько она теряла энергии на начало сеанса? Это было около 70%. Мгм. Она как бы держала своей волей эту ситуацию, но она работала в таком режиме обороны, а сейчас ей нужно перестроиться, и вместо того, чтобы обороняться, она просто должна наполняться энергией, светом и привыкать к новым вибрациям, к размеренной, гармоничной жизни, к этой наполненности. Мгм. Хорошо. Спроси у Светланы, все ли мы на данный момент сделали для нее в этом сеансе. Она говорит все, и она вот так вот нам сделала. Мы можем завершить работу для нее, да? Да, Хорошо. Тогда давай прощаться с ней. да, я проверяю пространство, я попрощалась с ней. Все чисто. Да, все чисто, Можем выходить. да. Хорошо. Тогда сейчас я посчитаю от 1 до 3. Ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Будешь чувствовать себя отдохнувшей и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Светлана, включайте микрофон. Вика, как себя чувствует? Да. Я хорошо. Хорошо. Ну как, Светлана, были какие-то ощущения? Вика совершенно права в том, что я в режиме жесткой обороны. Наверное, в течение всей моей жизни стою. И для меня расслабиться это что-то, я не знаю как. Надо учиться. Да, буду учиться. И потом про распознавание свое-чужое, вот это в точечку, тютелька в тютельку. Просто, у меня какой-то механизм такой был раньше, что вот доверие бесконтрольное, я всех люблю. И вот отсутствие, что вот это враг, вот это недруг, вот этот нехороший человек, просто вот душа нараспашку, ну и потом...
про эти магические, все эти штуки, я их на самом деле довольно сильно боюсь. И все, что там я делала, это было детство и такое, лишь бы как. А вот оказывается, вот оно что, оно все здесь как бы стояло, и это надо было убирать. Вот. И как бы у меня еще вот вопросы, что же дальше, как дальше себя поддерживать в чистоте и продолжать усиливать свое управление, и вот это чутье, как отделять свое от чужого, от чужих от своих, вот как его можно наработать. Ну, Да. это чистая психология. Это Чи- уже не эзотерика, это практики, чистая психология. То есть вы должны почувствовать, это ваше или это не ваше. Задавать вопросы в первую очередь. Потому что всегда на вопрос придет ответ. Если просто вот так куда-то идти, то куда-то неопределенно и придешь. Если ставишь себе цель это научиться делать, то это научишься делать. Даешь себе самому, а это мое. То есть на самом деле каждый человек знает все и умеет все. Просто он не задает вопросы. Когда человек начинает задавать вопросы сам себе, своей душе, подсознанию, он получает ответы. Тянет подружка в магазин, вместе там просидеть, она-то будет выбирать 150 пар обуви, а вам это надо? Ну, вы можете с ней посидеть? Да, можете. Там, ну, оно вам надо, это ваше желание? Или вам лучше все-таки сказать, знаешь что, лучше пойди сама, а я пойду там по своим делам. Но это же просто, то есть это на уровне быта, на уровне нашей психологии, понимаете? Да, понимаю. В общем, в процессе сеанса, да, вот вопрос конкретно, да, что я чувствовала. Мне очень понравилось, как я там что-то рукой чик-чик, Виктория, так она так делает рукой, вот, или я там передернула, она вот так вот сбрасывает себя, вот так плечом повела. Это, конечно, удивительные вещи. И потом моменты заполнения энергии, вот это просто я расскажу про состояние, когда человек обесточен, когда он вообще не в курсе, что такое ресурсное состояние, вот это про меня. И когда вот идет заполнение, это такой звон и дребезжание. И вот, это, Да, да, да. вот теперь надо как-то это научиться всем этим владеть и применять в своей жизни и на благо себе, своим детям. На самом деле я ведь бросила и работу, все, вот, чтобы дети никуда, вот, чтобы под контролем моим были, чтобы вот, потому что некому больше. Вот, и как вот это вот справедливое замечание, что надо все-таки, ребенок это ребенок, а родитель это родитель. И командует родитель, а ребенок подчиняется, такова природа вещей. Ну, Вот. даже не командует, потому что маленький ребенок, даже новорожденный, он отдельная личность. И мы не должны к нему относиться как к рабу, а наоборот. Вот если мы посадим деревцо, мы же не будем ему командовать, как ему расти или бить его, а наоборот, если оно наклонилось куда-то, может, нужно какую-то подпорочку привязать его с любовью, направить. То есть мы должны, если мы начинаем к маленькому ребенку относиться как к взрослому человеку, потому что это самодостаточная личность, внутри него живет такая же совершенная душа, как и ваша. Только его психика, как на физическом плане, еще не зрелая, и его тело еще не зрелое, но его душа ничем не отличается от вашей, понимаете? То есть нужно вот это понимать, эту тонкую грань. Вот. И Да, тогда пока мы дети работали, будут расти как цветочки, понимаете? Потому что они же хотят любви. Если цветочка поливать там кипяточком, ну что это будет?
Да, пока мы работали, началась гроза у меня. У меня вообще с природой очень много связано с детства, потому что ж никому не нужный ребенок был. Так что мы лучшие друзья, деревья, трава, животные. Ну, вот И мне даже видите, казалось, что я их понимаю, что я могу с ними вот разговаривать, и я вот там сиды получала, да. И, кстати, когда я выезжаю на природу, вот у меня там был один такой вопрос, да, что я хочу поменять жилье. Ну, мне страшно, потому что я одна, как бы вот этот вот было страшно. Сейчас я буду привыкать и уже в чистом пространстве исследовать этот вопрос. Да, вот я просто имею такой опыт, что когда я выезжаю за город и вот продолжительно там месяц живу, я просто другой человек. Просто другой человек. Я все знаю, когда дочь пойдет, знаю. Мне нету никаких препятствий, чтобы быть самой собой. Вот как бы. вот, на себя вот это, понимаете, там, где начинается вот это обучение, на самом деле мы все знаем, все, что нам нужно. Но вот эти школы эзотерические, вот когда идет, на самом деле это идет ломание, не обучение, а ломание. То есть вы понимаете, то есть сколько Да-да-да. вы наломали там себя, а сейчас нужно Да. это все полечить. Этим Ну, и на природу займусь. и все нормально будет. Так, Светлана, скажите, можно опубликовать ваши видео? Только если крупными этими штуками замазать, там, чтобы меня не было видно. Лицо закрыть, да? Да, Хорошо. чтобы, ну, эти квадраты такие вот есть, есть мелкие, тогда все видно, кто там сидит. А есть крупные, когда Мы ничего не видно, закроем. кто там сидит. Хорошо, Ну спасибо. вот. Спасибо. Не за что. Тогда будем прощаться. Мгм. Да, будем прощаться. Я с благодарностью к вам. Мне очень приятно, что я сегодня встретилась с вами и что такую работу вы провели. Вот. Спасибо большое. До свидания.